Эта выставка очень ярко демонстрирует действия, как вы говорите, конфедерации. И устроить такую большую выставку, собрать столько стран уже сегодня независимых в Москве, все понимают, что очень сложно. Поэтому я считаю, что конфедерация сегодня очень активна в этом смысле выставок и вообще встреч художников, проведения симпозиумов. В Синеже у нас работают группы. Поэтому конфедерация, да, сегодня стоит на ногах крепко. Но что хочу сказать по поводу вот выставки, которая устроена сейчас именно молодых художников. Это очень важно, потому что вот каждая встреча художников, как я уже говорил, это, в общем-то, событие. И событие, которое формирует будущее художника. И если мы сегодня можем создать встречу вот этому количеству художников, а я сейчас внимательно посмотрел, здесь очень хорошие представлены вещи. И не только, я бы сказал, конфедерация, а тут есть проекты, которые идут вне, как бы конфедеративные. И там тоже очень много интересных работ. И из российской глубинки есть замечательные художники, просто прекрасные. Поэтому я считаю, что вот устроить такую встречу, это уже удача. И это, то есть это стоит того, чтобы делать. И тратить на эти какие-то ресурсы, да, это стоит. И я думаю, что надо еще больше расширять и думать, как заставить. У нас этот салон живет уже много лет. И он с каждым годом расширяется. И сегодня вся Прибалтика участвует. И они желают не только участвовать, а быть в тесном контакте с конфедерацией. Поэтому это говорит об успехе конфедерации сегодня. И я считаю, что, в общем-то, дальнейшее сулит оптимизм. То есть это все будет расширяться. И даже этот проект будет расширяться, видоизменяться. То есть он должен двигаться вперед и видоизменяться. Поэтому, я думаю, много интересного предстоит сделать. То есть есть уже как возможность для этого. Потому что издаются книги, многих авторов уже выпущены, замечательных художников. Издаются большие альбомы, касающиеся всей конфедерации, искусства всей конфедерации, всех стран. То есть это серьезная, большая работа. Поэтому перечислять уже достаточно много можно. Что вы скажете об участии азербайджанских молодых художников в этой выставке? Как они отличаются, чем отличаются от художников советской школы? Вы знаете, дело в том, что я посмотрел, могу сказать, что они меня порадовали. Правда, хорошо выглядит очень. Но среди них есть замечательный скульптор, который живет в Москве. Очень хорошая экспозиция. Что отличает? Понимаете, дело в том, что мы говорили о том, что советский период, он имеет свои недостатки, но он имеет и положительные стороны. Потому что вот это как бы идеологическая давка, она создавала сопротивление, она создавала стимул к сопротивлению. И это давало свои очень положительные результаты. Может быть, их нельзя было показать так, как сегодня мы можем показать молодых художников, все, что они делают. Да, тогда, может быть, и нельзя было это показать. Но и на выставках бывали очень интересные работы. Тому пример, вот здесь в экспозиции есть такой как бы проект художников, которые рисовали вот в тот советский период, когда им не было 35. И тут замечательные художники представлены. От Наташи Нестеровой до Лубенникова, Танина, ну, многие, очень многие. Сейчас я не буду перечислять всех художников. Это замечательные вещи. Поэтому художник, он не может распределять, его нельзя на строй, он всегда был и будет. Он всегда был, в общем-то, в определенном смысле оппозиции, и он должен быть. И это нормально. И сегодня
Я бы не сказал, что молодым художникам легче. Хотя они могут показать все. Но иногда им бывает, может быть, даже и сложнее. Потому что проблемы экономические. У нас тоже были проблемы экономические. Но почему-то они не были в первом ряду. Вот мы не понимали, и многие наши друзья из-за рубежа, когда приезжали, тоже не понимали, как мы можем последний рубль потратить и не подумать, что будет завтра. Это на самом деле было так. Сегодня эти проблемы довольно жесткие. Я считаю, что они влияют, они создают сложности художника. Они создают сложности внутри него. Они создают сложности в том, что он пишет. И он не может не думать, что он должен это продать. Это довольно сложно, это довольно серьезно. И то, что здесь есть замечательные ребята на этой выставке, которые вот, проходя через все эти сложности, остаются художниками и показывают свое сердце, это очень важно. И я думаю, что это будет во все времена. Все поколения будут иметь вот свое время, которое будут вспоминать как лучшее. Поэтому я не считаю, что... Конечно, отличия есть. Почему? Потому что время движется. Даже не потому, что Советский Союз был или что-то другое. Просто время движется вперед. И Советский Союз тоже двигался. Допустим, в те 60-е годы, который был расцвет в Европе за счет инерции искусства, он был и в Советском Союзе. И все это взаимосвязано было. Может, у нас не было такой колоссальной информации, но все равно мы получали информацию, которая нам была нужна. И Москва с ее выставками, с ее подвалами, с ее замечательными мастерами, я считаю, что было очень интересно. Поэтому я желаю нашим молодым также интересно жить.